Здравствуйте, дорогие любители вязания! Любуемся узором, который мы будем с вами сейчас вязать. Замечательный узор. Сделать мастер-класс меня натолкнула просьба нашей подписчицы Океании Бухтовой. В нашей группе ВКонтакте она попросила прислать схему узора из книги японского автора Хитоми Шида «250 японских узоров для вязания на спицах» под номером 197. Вот эта книга. Для тех, кто смотрит видео первый раз, я хочу сказать, что у Хитоми Шида есть еще книга 260 узоров. И из обеих этих книг у нас уже снято очень много мастер-классов. Все мастер-классы разделены на отдельные плейлисты. Заходите, смотрите. Все узоры под номерами. Если вы в поиск забьете номер узора и не найдете его, значит, у нас еще видео не снято. И я была очень удивлена, когда посмотрела на этот узор в книге. Вот он. Почему я удивилась? Я понимаю, что мы еще не все узоры связали. У нас еще есть к чему стремиться. Но как я пропустила вот такой красивый узор, вот я удивилась этому. Ну, хотя вот таких приятных удивлений, я думаю, еще будет много в связи с этими обеими книгами. Так вот, вот этот узор в книге. И вот что получилось у меня, когда я связала образец. Давайте я немножко коснусь схемы, особенно для тех, кто первый раз с нами вяжет японские узоры по японским схемам. Все условные обозначения в японских, в азиатских схемах, сейчас во многих европейских, стали делать так, что все обозначения показаны так, как петли выглядят на лицевой стороне изделия. То есть все и лицевые, и изнаночные ряды, все петли показаны, как они связаны на лицевой стороне. Эти схемы удобны для вязания по кругу. Мы по кругу вяжем все время лицевую сторону и вот вяжем, читая схему, справа налево все ряды. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево, затем поворачиваем работу и вяжем уже изнаночный ряд, который читаем на схеме слева направо. И вот в изнаночном ряду у нас уже условные обозначения будут читаться наоборот. Пустая клеточка под схемой показана, что это изнаночная петля на лицевой стороне. И когда мы поворачиваем работу, она будет вязаться на изнаночной стороне лицевой петлей. И, соответственно, если на изнаночной стороне показана лицевая петля, мы будем вязать ее в изнаночном ряду изнаночной петлей. Кому непонятны вот эти условные обозначения, вот эти вот тараканчики, сейчас мы это будем с вами провязывать. Раппорт узора составляет 14 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Еще один нюанс, о котором я говорю всегда. Вот посмотрите. У меня связано 3 раппорта в ширину и 2,5 раппорта в высоту. На образце я связала кайму из платочной вязки. И вот у нас на схеме 14 петель, последняя петля у нас изнаночная петля. Вот она. А в начале этой петли нету. Если вы вяжете какое-то изделие, допустим, перед вы связали, да, и спинку уже, у вас тогда при сшивании получится здесь тоже изнаночная петля. Но на образце нету этой изнаночной петли, и поэтому я ее просто добавила для того, чтобы вот эти дорожки из лицевых скрещенных петель выглядели одинаково. Вот смотрите, если не провязать здесь изнаночную петлю после каймы и сразу после кромочной петли вязать дорожку из лицевых петель, как здесь показано на схеме, то вот эта дорожка будет отличаться от следующих. Петли будут более рыхлые. И будет прям видно отличие. Сейчас мы будем вязать с вами образец точно по схеме, и вы в этом убедитесь. Вот это мое наблюдение уже на протяжении многих узоров. И я советую, если вы вяжете какой-то
палантин может быть какой-то шарф, то добавляйте изнаночную петлю перед раппортом. Ну, вот петлю для симметрии узора. Ну, а мы начнем вязать. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Набираем на спицы 16 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 3 лицевые. Затем 2 изнаночные. Затем лицевая скрещенная. Вот хочу обратить ваше внимание. После наборного края петли лежат на спице, как при классическом способе вязания. И лицевую петлю мы провязываем вот так за переднюю стенку, а лицевую скрещенную за заднюю стенку провязываем. И получается, то есть провязываем петлю, лежащую классическим способом, мы провязываем за заднюю стенку, как бабушкину петлю. И у нас получается петля разворачивается. Это лицевая скрещенная для тех, вот, кто вяжет классическими петлями. Далее будет 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная. Провязываем петлю за заднюю стенку. Далее будет 2 изнаночных, 3 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. Мы провязали первый ряд, и в изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные петли мы вяжем изнаночные. Там у нас еще будут накиды, мы будем вязать их изнаночными. Но те петли, которые мы вязали лицевыми скрещенными, вот 2 петельки в центре узора, мы будем вязать на изнаночной стороне изнаночными скрещенными. Я провяжу с вами пару изнаночных рядов, а дальше вы поймете и будете вязать уже самостоятельно. Итак, второй изнаночный ряд. Не забыли, что мы читаем условные обозначения наоборот. 1 лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевых. И вот у нас на схеме показана изнаночная петля. Я уже перешла на свои бабушкины петли. Я вяжу бабушкиными петлями. И простую изнаночную я вяжу вот так. А изнаночную скрещенную подхватываем петлю сзади и провязываем ее изнаночной. Она у нас развернулась и на лицевой стороне провязалась как лицевая скрещенная. Те, кто вяжет классикой, тоже подхватывайте петлю за заднюю стенку. Далее будет 1 лицевая и снова мы на лицевой стороне вязали лицевую скрещенную, на изнаночной стороне вяжем изнаночную скрещенную. И далее петли по рисунку. 2 лицевых и 3 изнаночных. Я думаю, что вам это понятно. Вот у нас уже лицевые скрещенные петли, более рельефные, их уже немножко видно. Третий лицевой ряд. Сразу после кромочной, вот у нас 3 петли. И мы провязываем на этих 3 петлях узелок. Так называют хитоми шида этот элемент. Накидываем 3-ю петлю на 1-ю и 2-ю. Провязываем лицевую петлю, делаем накид и снова провязываем лицевую петлю. То есть мы сократили 1 петельку и тут же ее добавили. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Вот я бабушкиными петлями вяжу, и теперь лицевую скрещенную простую я вяжу вот так лицевую, а лицевую скрещенную я подхватываю петлю за заднюю стенку. И у нас снова петля разворачивается. 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная. Можно провязать петлю за переднюю стенку. Она тоже будет у нас развернутой. Но если вы можете посмотреть, можете, вот я попробую приблизить, вы увидите, что стенки петель вот у этой и у этой повернуты по-разному. То есть, если вы вяжете лицевую скрещенную вот так, то вы так и вяжите на протяжении всего узора, иначе у вас будут петли плясать.
Они будут смотреть в разные стороны. Если вы будете вязать за переднюю стенку, ну тогда уже вяжите только так. Далее у нас будет 2 изнаночных. И снова узелок из 3 петель. Накидываем третью петлю на первую и вторую, провязываем лицевую, делаем накид, провязываем лицевую петлю. 1 изнаночная в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд я снова провязываю вместе с вами, чтобы закрепить. После кромочной провязываем лицевую, 3 изнаночных, накиды вяжем изнаночными, 2 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Если вы сомневаетесь, как провязать изнаночную петлю, загляните на лицевую сторону. Хорошо видно уже лицевые скрещенные петли. Далее у нас будет 2 лицевых и 3 изнаночных. Я думаю, вам понятно, как вязать изнаночные ряды в этом узоре. 5 лицевой ряд. Сразу после кромочной нам нужно перекрестить 6 петель в левую сторону. Оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем следующую петлю лицевой скрещенной. Вот она у нас лежит как классическая петля, вот эта изнаночная петля. Значит, лицевую скрещенную мы вяжем за заднюю стенку. Далее 2 изнаночных. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. 3 лицевых. Конечно, вязать надо не туго, чтобы не стянуть узор. Вот так должно получиться. Далее будет 1 изнаночная. И теперь 6 петель мы перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 3 петли на дополнительные спицы за работой. Провязываем 3 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы провязываем следующим образом. 2 изнаночных и 1 лицевая скрещенная. 1 изнаночная в конце ряда. Ну и давайте я вам еще провяжу 6-й изнаночный ряд. Тут можно запутаться, если без схемы вязать. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, петли по рисунку вяжем, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевых и изнаночная скрещенная. Седьмой лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем лицевую скрещенную. Теперь у нас лицевые скрещенные, вот эти 2 петли, они были в центре, теперь они у нас перешли по краям раппорта. Далее будет 2 изнаночных. Узелок на 3 петлях. Накидываем 3 петлю на первую и вторую, провязываем лицевую, делаем накид, провязываем лицевую. Далее я не буду вам это подробно говорить, я буду говорить узелок на 3 петлях. Далее будет 1 изнаночная и снова узелок на 3 петлях. 2 изнаночных, лицевая скрещенная. 1 изнаночная в конце ряда. 8 изнаночный ряд. Петли провязываем по рисунку. И не забываем про изнаночные скрещенные петли, которые мы в лицевых рядах вязали лицевыми скрещенными. Все, эти ряды вы уже будете вязать самостоятельно. Вот у нас еще 1 изнаночная петля. Изнаночная скрещенная.
9 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 2 изнаночных. Петли вяжем по рисунку, кроме вот лицевых скрещенных по краям. Лицевая скрещенная и изнаночная в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, не забываем про изнаночные скрещенные петли. 11 лицевой ряд. Сразу после кромочной лицевая скрещенная, 2 изнаночных, узелок на 3 петлях, 1 изнаночная, снова узелок на 3 петлях, 2 изнаночных, лицевая скрещенная и 1 изнаночная в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные петли. Тринадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы перекрещиваем 2 петельки в левую сторону. Оставляем первую петлю перед работой, меняем петли местами. Провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых и 1 изнаночная. В центре петли провязали по рисунку. Далее 2 петли перекрещиваем в правую сторону, оставляем первую петлю за работой. Провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И 1 изнаночная в конце ряда. В 14 ряду вяжем петли по рисунку и не забываем про изнаночные скрещенные петли. 15 лицевой ряд, 1 изнаночная. Снова 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Вяжем изнаночную петлю. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее узелок на 3 петлях. 1 изнаночная. Снова узелок на 3 петлях. И снова 2 петли перекрещиваем теперь уже в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. И не забываем, что у нас изнаночные скрещенные петли смещаются. Мы провязали 16 рядов. Теперь у нас, начиная с 17 ряда, узор будет располагаться в шахматном порядке. То есть вот эти косички у нас пойдут по краям узора, а в центре узора будет провязываться вот дорожка из 2 лицевых скрещенных петель. 17 лицевой ряд. После кромочной перекрещиваем 6 петель в левую сторону. Вот я без дополнительной спицы частенько обхожусь. Оставляем 3 первые петли перед работой на дополнительной спице. Но я вот просто меняю петли местами. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 3 лицевых. Не туго вяжем. И петли, оставленные перед работой, мы провязываем так: 2 изнаночных, 1 лицевая скрещенная. Далее будет 1 изнаночная петля. И 6 петель мы перекрещиваем в правую сторону. Первые 3 петли оставляем за работой.
Провязываем лицевую скрещенную, 2 изнаночных и петли, оставленные за работой, вяжем лицевыми. 3 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. Вот у нас лицевые скрещенные петли снова оказались в центре узора. В 18 изнаночном ряду вяжем все петли по рисунку, кроме этих 2 изнаночных петель, которые мы, вот они, провязываем изнаночными скрещенными. Все, дальше по рисунку. Девятнадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной узелок на 3 петлях. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных и узелок на 3 петлях. 1 изнаночная в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли по рисунку. 21 лицевой ряд, 3 лицевых, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 лицевых и 1 изнаночная. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем, что у нас 2 изнаночных скрещенных петли должны быть в центре узора. 23 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем узелок на 3 петлях, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, узелок на 3 петлях и 1 изнаночная в конце ряда. В 24 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные петли в центре раппорта. И это у нас последний ряд раппорта. Посмотрите, какую красоту мы с вами связали. Когда начинаешь вязать, как-то неказисто смотрится поначалу. Не верится, что получится вот такая красота. А она получилась. И еще больше получается красота, когда связано много раппортов. Очень красивый узор. Очень я рада, что Океания натолкнула меня на идею его связать и показать вам. Ставьте лайки, если вам тоже нравится узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.